В винограднике Джузеппе Маротти сегодня вечером должно состояться важное событие. Хозяин крупной сети магазинов ищет поставщиков. В последнее время пошла мода на продукты от местных производителей, а среди местных Джузеппе был лучшим. Поэтому в выборе владелец сети не ошибся. Ужин должен был состояться на веранде дома хозяина виноградника. Тот поручил помощникам заняться обустройством мест для гостей, а сам отправился за лучшими экземплярами в подвал дома. «Я определенно знаю, чем их угостить», — говорил неоднократно Джузеппе своей жене Марине. «Не волнуйся, я уверена, тебе нет равных. Только ты достоин поставлять им продукцию». Это была правда. В Каинтуло Маротти был лучшим. Никто не мог повторить вкусы его замечательных вин. У кого они приобретали горький вкус, а у кого даже не начинали бродить. И непонятно, как же такое вообще могло быть. Маротти перенял технологию от своих предков. 4 столетия назад на этом самом месте, чуть выше нынешнего сарая, его родственник, он и сам уже не помнил, кто именно, посадил первую виноградную лозу, тем самым начав дело семьи. Гости в количестве 5 человек прибыли на дегустацию вовремя. Они были любезны с хозяином, и тот поспешил налить им по бокалу своего чудного напитка. «Ух, нектар!» — воскликнул один из пришедших. «Ничего не пробовала лучше». «Расскажите свой секрет», — воскликнула жена инвестора. «Секрет в моем трепетном отношении ко всему, к жизни в целом». Хорошо сказано. После этой фразы все пошло не по плану Джузеппе. Гости, опрокидывая близший напиток, быстро превратились из людей высшего общества в нечто животное, совсем на человека и не похожее. Выпив все 20 бутылок, они начали кричать: «Неси еще, слуга из тебя ужасный! Ты уволен! Ха-ха-ха-ха! Какой тупой! Ну вы на него гляньте! Да, ему бы сбросить килограмм 50. Все старания угодить пьяным гостям прошли зря, им не нравилось ничего». Для Маротти данная сделка была очень важна. Банк совсем скоро мог забрать единственное, что ему было дорого — его поля, покрытые густыми лозами. Но договариваться с пьяными свиньями он был не намерен. Доставая очередной ящик из подвала, он задумал неладное. Жена, конечно, не бросила его и в эту тяжелую минуту. Вместе они отравили каждую бутылку апоморфином, это должно было подействовать на прибывших незамедлительно. Маротти уже корчился со смеху в углу веранды, предвещая нечто природное. Яд должен был ослабить желудки пирующих и быстро вернуть их в чувство. Но что-то пошло не так. Вместо рвоты они начали извергать свои внутренние органы, все по очереди. Доски потемнели. Джузеппе осудили, приговорив к пожизненному заточению в тюрьме долины Галеин, страшном месте. Здесь Маротти провел более 40 лет своей жизни. Каждый день он представлял свои сады, как обдирает ненужные листья лозы, собирает урожай, как поливает свой чудный сад. Но затем он просыпался. В темной пыльной камере без света и воды. К счастью, его срок все же сгладили. Не пожизненное, всего-то 40 лет. Как чудно! Но виновен ли Джузеппе Маротти? Да или нет? Вину свою он прочувствовал сполна. Выйдя на свободу уже стариком, он отправился скорей к себе во владение. Но их будто и не было в помине. Офисное здание этажей в 10. Неужели ошибся домом? Да как же! Вот дом мистера Лонга покосившийся, потускневший. Но точно он. Значит, он в правильном месте. Мог ли судья сократить ему срок, осквернив при этом его поле, его душу? Нет, не мог. Все это могла сделать лишь она. Марине, как точно все продумала. Притворилась, что помогла. Но сделала лишь хуже. И все это ради денег. Женщина, прожившая с ним около 5 лет, смогла растоптать все то, что создавалось веками ради денег. В этом сомнений не было. Конечно, так оно и было. Но и винить уже было некого. Марине умерла, причем давно. Никакие деньги не спасли ее от участи быть запертой в деревянной комнатке. Так и пошел старик Джузеппе работать на виноградник к своему уже бывшему конкуренту. Удивительно вышло. Тот его никогда так и не предал.